Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Очень грустный и мокрый Путин, который не помнит слов собственного гимна. Патриарх Кирилл, который забыл должность Путина. Ваше превосходительство, дорогой Владимир Владимирович. И которого отказываются снимать даже кремлевские камеры. Просящим у него. Ну и, конечно, Патрушев и Шойгу с таким видом, как будто их уже привели на расстрел. Именно это определяло смысл и содержание моей работы. Так можно было бы вкратце описать так называемую инаугурацию Владимира Путина. Но это событие, к сожалению, имеет не только юмористический развлекательный характер. Поэтому прямо сейчас мы разберем его подробно и с разных сторон. Я покажу, чем эта так называемая инаугурация отличалась от предыдущих, хоть сколько-нибудь легитимных инаугураций, и продемонстрирую, как за 24 года деградировал так называемый Акела и вся его свора. Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала и авторского блога под названием «Разбор помета». Поддержите, пожалуйста, это видео комментарием и лайком. Подпишитесь на нас, если пока не успели, и давайте начинать. Владимир Владимирович Путин. Итак, сначала нам нужно разобраться с понятиями. Почему я называю эту инаугурацию так называемой? Да потому что с инаугурацией это не имеет ничего общего. Ни одна цивилизованная страна или организация, ни один нормальный человек в мире не признает российские псевдовыборы настоящими выборами, а Путина президентом России. В то же время террористом и преступником его признают в большинстве цивилизованных государств. Так что кто-то скажет, что это, возможно, лучше было бы называть коронацией криминального авторитета или же инпаханизацией. Но и с этим тоже возникает проблемка. Всем, кто следит за новостями последние 2,5 года, хорошо известно, что по тюремным законам Владимир Путин является по меньшей мере дважды опущенным. В 2022 году это произошло благодаря силам обороны Украины, а в прошлом году Путина опустила его собственная шестерка Пригожин, едва не захватившие путинскую крепость Москву за один день. Начальник Генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. И как мы все знаем от выдающегося обозревателя российских политических реалий Андрея Андреевича Пиантковского, опущенный пахан уже не пахан. А опущенный дважды пахан. Опущенный дважды пахан, ну, тем более уже не пахан. Моя задача – это называть вещи своими именами и не называть их чужими именами. Как журналист я отказываюсь называть это инаугурацией, а международного военного преступника, который по независимым оценкам не набрал даже половины голосов, и это даже в таком государстве, как Россия, такое существо просто нет оснований называть президентом. Это мероприятие является ничем иным, как тюремным цирком, ну и либо же лагерным водевилем. Если у вас еще есть варианты, как описать это мероприятие, поделитесь в комментариях. Но да, когда-то у них там все было с этим делом очень даже легитимно. Давайте проследим, как это все начиналось. В 2000 году весь мир наблюдал за инаугурацией молодого и, как кому-то казалось, харизматичного преемника Ельцина. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина. К моменту своей первой инаугурации Путин с подчиненными уже полным ходом взрывали жилые дома с жителями Москвы, Волгодонска и Буйнакска и развязывали кровавую войну против Чеченской республики Ичкерия. Поэтому даже по законам РПЦ в рай Путин уже после первой инаугурации не попадал никак. Клянусь. Путин без колебаний лгал на российской конституции тогда, лжет и сейчас. Клянусь. Но в этот момент он просто читает текст, который видит на шпаргалках. Вот что реально изменилось за все эти 24 года, так это то, как Путин смотрит другим в глаза. Посмотрите, в 2000-м это существо выглядело довольно уверенно и буквально сверлило глазами тех, кто был на его пути. Под бой кремлевских курантов Владимир Путин должен подняться. Теперь же это существо не может не отводить взгляд и сверлит глазами разве что шнурки собственных подчиненных. Орден давали за личное мужество на полях сражений, поэтому георгиевских кавалеров офицеры приветствовали стоя. С одной стороны, это полностью соответствует тюремному статусу Путина. Если он доживет до зоны, то поднимать глаза ему будет запрещено по понятиям. С другой стороны, в этом есть и определенный парадокс. Ты у корыта четверть века. За эти годы ты провел 37 миллионов чисток всей вертикали власти. Но с каждым годом ты сам все больше отводишь взгляд от собственных подчиненных. Я не знаю, почему это так, но предполагаю, что это на подсознание влияет ложь. Чем больше ты лжешь, тем труднее тебе смотреть в глаза другим. Вот видите, в 2004-м обувь его уже интересовала гораздо больше, чем лица людей. Да и настроение у него было что-то не очень. Возможно, Путин тогда на полном серьезе думал, что это его последняя инаугурация, и уже через несколько лет ему придется убегать или садиться в тюрьму. Хотя на словах он был, конечно, тот еще Лев Толстой. С трибуны задвинул речь о якобы децентрализации власти. Странно, что никто не посмеялся. Хочу подчеркнуть, успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека или от одной политической партии, одной политической силы. Мы должны иметь широкую базу поддержки для того, чтобы продолжать преобразование в стране. Особое внимание на выражение фасадной части головы Сергея Лаврова. Дорогие друзья, нам еще многое, очень многое предстоит сделать. И лошадь, такой молодой и юный Медведев впереди. Кстати, о Медведеве. Вот как выглядела его инаугурация. Да-да, если вдруг кто-то забыл, в России между Путиным и Путиным был еще один президент. Между 2004 и 2008 годами кремлевские маньяки начали вкладывать сумасшедшие бабки в пропаганду. Кстати, и телевидение само по себе примерно в тот период сделало огромный технологический шаг вперед. Поэтому инаугурация Медведева выглядела в 10 тысяч раз ярче и богаче, чем предыдущие инаугурации Вовки Лысого. Но Путина все равно все тогда продолжали страшно бояться, поэтому вниманием, конечно же, не обделяли. Путинскую часть инаугурации сняли в стиле «Бандитский Петербург». Но пальто с подплечниками и 2 Гелендвагена с охраной – это был не единственный намек на то, что Путин продолжает оставаться главным, по крайней мере, временно. Он об этом сказал и лично, почти прямым текстом.
Для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь. После этой первой рокировки и 4 лет правления Медведева нужно было срочно что-то менять. С одной стороны, Медведев напал на Грузию и разгонял акции протеста в России, то есть раздражал тогдашних так называемых российских либералов. С другой стороны, он раздражал Путина тем, что постоянно общался с Обамой и играл на айпаде. При том, что Путин не только на айпаде, но и даже на приставке к телевизору играть так и не научился. Да и вообще, Путину надоело, что его называют каким-то там премьер-министром, и на официальных мероприятиях, особенно международных, ему уделяют никак не больше внимания, чем какому-то Медведеву. Поэтому Путин взял и объявил о том, что ему плевать, что там думает российский народ. Он берет и возвращается на пост президента. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? И вернулся. В 2012-м была еще одна инаугурация. Скажу вам откровенно, на ней особо ничего интересного не было, кроме того, что на тот момент действующий президент России Дмитрий Медведев был вынужден ждать своего формально пока еще подчиненного на протяжении 15 минут. Режиссеры трансляции даже специально акцентировали на этом внимание, чтобы все поняли, кто царь, а кто холоп. Сначала Медведев, холоп, зашел в Кремль. И только потом царь начал выдвигаться в сторону Кремля, причем еще даже не на машине. Камеры сопровождали Путина с того момента, как он только выходил из своего премьерского кабинета. И сейчас мы видим, как избранный президент идет по коридору и начнет спуск по мраморной лестнице к машине, которая его ждет, чтобы везти его в Кремль. А потом 15 минут комментаторы обсасывали, как красиво Путин едет по русской столице на нерусских машинах. Мимо восстановленного храма проезжает кортеж Владимира Путина и приближается к Большому каменному мосту. В конце концов, этот эксперимент с публичным унижением Путиным других чиновников был признан успешным. И его решили повторить в 2018-м на следующей инаугурации Путина. В связи с тем, что никакого другого президента для унижений тогда уже не было, роль козлов отпущения или же опущения была отведена формальным руководителям других ветвей власти. Глава Конституционного суда, а также главы 2 палат так называемого парламента, Сената и Госдумы выстроились в ожидании Путина еще до того, как он в своем кабинете в другом конце Кремля начал надевать пиджак. Это основа того, как устроено современное российское государство, главой которого является президент. Он уже здесь, в Кремле, но сейчас пока в своей рабочей резиденции. И сейчас в прямом эфире кабинет президента в Сенатском корпусе Кремля, куда ему поступает сигнал о том, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово. Сегодня переезд будет внутри Кремля. Здесь Путин визуально уже значительно отличался от того, как выглядел на предыдущих инаугурациях. Несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Во-первых, потому что срок, который он только что отбыл, длился не 4 года, как раньше, а 6 лет. Во-вторых, потому что Путин начал быстро стареть, и в его фасадной части головы появилась крайне большая доза ботокса. Ну и в-третьих, по-моему, Путин, как и любой Волан-де-Морт, становится отвратительнее еще и из-за преступлений, которые совершает. А между 12 и 18 годами Путин совершил очень много преступлений. Прежде всего, в отношении Украины, войну против которой развязал спустя 2 года после начала своего срока. Ну а нынешний цирк в Кремле – это просто сплошной микс абсурда с грустью.
Во-первых, в этот день в центре Москвы впервые за все эти годы прошел конкретный ливень во время инаугурации, а потом еще и снегом всех начало засыпать. Здравствуйте, говорит и показывает Москва. Обычно для инаугурации Путина и других важных пропагандистских событий над Москвой разгоняли тучи. Для этого традиционно задействовали самолеты со спецтехникой. Но в этом году с самолетами, как видим, возникла проблемка. Официально об этом, конечно, никто не отчитывался, но факт остается фактом. Москве либо не хватило самолетов, типа то, что есть, оно либо на фронте, либо уже в земле. Либо же в Кремле посчитали, что существует слишком большой риск. Риск того, что самолеты в этот день над Москвой кто-то начнет сбивать. И в конце концов Путин в день своего якобы триумфа был вынужден мокнуть под холодным месивом, падающим с неба на Кремль. Переломный момент в истории, причем не только своей, но и всего человечества. Отдельный вид искусства – это то, как пропаганда показывала так называемых гостей, то есть массовку из преступников-чиновников, перемешанных с преступниками-оккупантами, которых тут было немало. В целом, это просто 40 минут хаотической демонстрации фасадов головы разных существ, даже без комментариев, но с особым акцентом на лицах иностранной внешности для демонстрации якобы международного признания Путина. Однако несколько кадров вызывают особое внимание. Во-первых, внимание на Шойгу. Ему очень плохо. Лавров тоже не то чтобы был на седьмом небе от счастья на данном мероприятии. Но больше всего мое внимание приковало появление вот этого персонажа. Кадыров, которого недавно опять похоронила пресса, приехал сюда, очевидно, чтобы доказать всем, что он никакой не мертвый и даже не смертельно больной. Получилось так себе. По лестнице он поднимался значительно медленнее, чем здешние гости-пенсионеры. А вот этот момент мне вообще понравился больше всего. Кто-то может подумать, что на этих кадрах седобрадый телохранитель Кадырова, либо же его личный седобрадый помощник помогает ему с пальто и делает это со скоростью профессионального лакея. Но нет! Это никакой не охранник и не помощник. Это депутат Государственной Думы 4 созывов, в том числе и нынешнего, генерал-майор и второй человек в оккупированной Чечне Адам Делимханов. Если это генерал и депутат, то можно только представить, как перед Кадыровым стелются охранники, помощники и действительно лакеи. Хотя о чем мы говорим, если как настоящий лакей перед военным преступником Путиным присмыкается целый так называемый патриарх всея Руси Кирилл. Он головой уже почти полностью переехал в царскую Россию. Ваше Превосходительство, дорогой Владимир Владимирович. Ваше Высочество, Владимир Васильевич. Вот это деда плющит. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Вова КГБ старший, он же Кирилл РПЦ, пожелал Вове КГБ младшему править Россией до смерти. Покров Царицы Небесной да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. И с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. При этом Кирилл добавил, что если Путин будет все время только воевать, он сам задвухсотится раньше, чем позже. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно. Потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут и возникать роковые ошибки.
какой-то момент снимать концерт старого кагибистского лицемера отказалась одна из камер кремлевского пула. Она просто отвернулась от этого позорища. Просящим у него. Короче, приколов было полным-полно. Но, конечно, были и совсем невеселые вещи. Например, псевдоинаугурационная речь этого существа. В принципе, ее можно разделить на 3 тезиса. Первый – СВО идет не по плану, но очень героически. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Второй – духовные скрепы никогда не порвутся. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Ну и третий. Россияне станут жить еще лучше. Мы уверенно смотрим вперед. Ну, ладно. Согласен с вами, это все тоже было достаточно потешно. А нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв. Это порыв. С другой стороны, Диона вода прям хлещет. Ну, говорил о необходимости прорыва. Прорыв в будущее. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть. Кроме того, как я и говорил, первые после Путина лица России на этом мероприятии были очень грустными. И это меня удивило. Казалось бы, у вас новая интронизация опущенного пахана, вы остаетесь у корыта еще на 6 лет. Вашу Москву сейчас особо никто не бомбит, а из-за полугодичной задержки американского пакета поддержки для Украины у ваших мальчиков есть даже некоторые временные успехи на фронте. Обычно в Кремле все не просто в очень хорошем настроении от таких событий, а просто в полнейшем экстазе. Но не в этот раз. Возможно, потому что уже и сами хотят в могилу или хотя бы на пенсию, потому что большинство из этих существ бегает по Кремлю уже более 20 лет. Возможно, наоборот, в Кремле готовится что-то необычное, типа переворота или новых чисток. И поэтому все этого чего-то очень тревожно ожидают. Честно, не знаю, почему именно сейчас это так. Но вот что я знаю наверняка, так это то, что в любом случае, дорогие зрители и зрительницы разбора помета, как бы нам с вами не нравились обреченные выражения фасада головы у кремлевских маньяков, это не повод для нас с вами замедляться или, боже упаси, останавливаться. Наоборот, нужно только усиливать давление. Выходите на демонстрации в странах Запада. Выходите, наконец-то, уже на эти демонстрации. Пускай они передают Украине все свое оружие, а производят еще больше нового оружия для себя и для Украины. В Кремль они пускай отправляют не послов, а отправляют по Кремлю свои ракеты. Сейчас идеальное время для этого. Ну и, конечно, прямо сейчас я прошу вас задонатить вот по этому QR-коду, либо по ссылке на Fund24TV.ua в описании к видео, чтобы нашим защитникам и защитницам было намного легче в этот реально непростой момент. А в России, чтобы в самых больных для Путина местах бавовны становилось гораздо больше. Ну и, конечно, распространяйте это видео, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы ролик увидело как можно больше людей по всему миру. Подписывайтесь на нас, если до сих пор по какой-то причине не успели этого сделать. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Берегите себя, берегите Украину, берегите человечество, оберегая Украину. Слава Украине!